Здравствуйте, мои дорогие. Предупреждение от высших сил. Что необходимо услышать такого предупредительного от Вселенной? О чем она хочет предупредить? Предупреждение от высших сил. О чем же хочет она предупредить? Будет 3 предупреждения. 1 предупреждение, 2 и 3. Загадывать ничего не нужно, я в порядке очереди буду смотреть. Итак, первое предупреждение, которое мы посмотрим, это верхнее. Что-то касательно работы, что-то касательно того, где вы оселились. Тут предупреждают могут даже предупреждать о надвигающейся какой-то сложности. Вам могут что-то сообщить, или же вы видите уже знаки, которые вас должны на какие-то действия подвигать. Так, о чем хотят предупредить высшие силы? Что это за предупреждение? Вы получаете какое-то сообщение, к вам просто гонец идет. В этом сообщении что-то очень-очень приятное, очень стабильное, очень необходимое, вам нужное. Что это за сообщение? Что это за сообщение? От кого это сообщение? От кого это сообщение? От кого это сообщение? Смотрите, человек не выходит, но я вижу тут женщину. Вы получаете что-то, к вам гонец идет просто. И вы, получая это сообщение, понимаете, что наконец-то все стабилизируется, все как-то спокойно. Вы ощущаете легкость, вы понимаете, что вы в правильном месте, в правильном каком-то окружении, и вы созидательный. Вы как находите путь, находите дорожку, через трудности, да, то есть преодолевая трудности, вы, эти трудности вам дается, знаете, как легко, потому что вы мостик сделали. Так бы пришлось вниз идти, вверх, да, вот смотрите на этой карте. Но у вас получилось вот этот мостик найти. Мостик вы находите к каким-то переменам. Здесь может быть даже в принципе создание такого какого-то круга людей, это до семьи буквально, единомышленников. Открывается новая книга вашей жизни. Мне вот этот ряд очень нравится. Посмотрите, здесь идет симпатия, предложение какое-то о союзе и открытие новой страницы вашей книги. Тут вроде как, знаете, одну змею отпустила. Да, вы получаете результат. Результат каких-то ваших... Знаете, вот идет результат, что вы делали для того, чтобы этот мужчина, ваш любимый, был наконец-то ближе к вам. Вот как-то результат получаете вы в этом. Тут предупреждение идет больше об этой змее. Все-таки. Что ее хоть и отпустила временно, и человек о вас уже думает и направляется к вам, но она-то есть в вашем пространстве. Она никуда не делась. Мужчина где-то глубоко в своей душе, он чувствует, что вы подходящая, кандидатура для него. Сухо немножко сказано, но тут есть доля разума, мудрости в этих словах, потому что человек нацелен на какое-то плодотворное такое жизнь, да, и он видит в вас вот эту пару для себя.
Но еще на вашем пути очень много случайностей, преград, разговоров, пересудов, сомнений и каких-то препятствий сомнительных. Ну, смотрите, тут преодоление этих препятствий идет. Медведь — это тот, который не оставит просто так все на самотек. Он делает. В этой колоде, да, я о медведе говорю. Это то, что вы ждали, с открытым сердцем, с открытой душой. Вот. Но тут предупреждение о том, что человек думает об этом всем, но тут есть какая-то стабильная ситуация. Здесь очень долго этот якорь будет лежать, пока у него какая-то заякорившаяся ситуация в жизни. Скорее всего, что связано с вот этой женщиной, змеей, которая змея выпала, да? Ну, для вас она змея, она, по сути, простой человек. Но, в принципе, тут говорят о том, что потенциал есть, да, к развитию. Эти отношения будут расти, развиваться. И сейчас, да, сейчас ситуация такого застоя может быть. Но смотрите, сколько у человека-то в голове. Если вам это, конечно, как-то легче от этого стало. Так, хорошо, давайте еще посмотрим. Первое предупреждение. Второе предупреждение. Что здесь? Присмотрись, приглядись, разберись, говорит эта карта. Узнай до мелочей. Кто-то может за вами следить, а может вы. Вам необходимо. Предупреждают об этом. Может быть, за тобой следят, присмотрись к окружению. О чем говорит? Так, тут семья идет, родительский дом может идти. Предупреждают о чем? О чем предупреждают? Ты можешь потерять что-то, можешь потерять, запутавшись, будто бы тебе кто-то запутывает дорогу. Либо ты сама сделала все для того, чтобы запутать эту дорогу и не прийти, не вернуться. Люди в масках вижу, с какими-то непонятными, в глубине затаившиеся в вашу сторону. Для себя какие-то вот цели они имеют, да, в вашу сторону они смотрят как на человека, с помощью которого можно эти цели реализовать. У них свои цели, но они не рассказывают вам. У них, видите, как вот эти масочки, они все-таки имеют какую-то для себя что-то важное, да, в вашем взаимоотношении. Вот. Тут много разговоров, да, за спиной идет. И вот как итог, здесь какое-то как выметание, вы хотите вымести это, но оно и как наказание ваше. Вы как-то очень долго это будет длиться, очень долго. Какая-то ситуация, когда люди в масках могут вас запутывать. Присмотритесь, пожалуйста. Почему показали дом? Вот прямо родительский дом идет. Вам показывают направление туда. Потому что сейчас, возможно, там, где вы находитесь, вас хотят запутать, куда-то втянуть. Вот вам это надо? Мне интересно. Ну, потенциал роста есть. Вот то место, где вы находитесь сейчас, если вы действительно далеко от дома, здесь большой потенциал к развитию отношений с мужчиной. Либо с мужчинами, да, вы прям вот смотрите, выходите. Но вам сейчас указывают на отчий дом. Почему? Почему же? Присмотрись туда. Там что-то может произойти. Не отвлекайтесь от обстоятельствами от что-то более важного. Тут вплоть до того, что вам необходимо связаться с какими-то родными. Постоянно думает о вас какая-то женщина. Это семья.
А что у нее там произошло? Давайте посмотрим. Хотя, не знаю, наберите, наверное, ее и узнаете сами, что произошло. Она хочет с вами связаться. Что произошло? Она далеко, знаете, находится. Здесь уже не просто как бы от человека на отдалении. Она грустит. Какие-то непредвиденные обстоятельства у нее могут. Что-то произошло. Может, со здоровьем что-то. Но она все-таки теплые чувства к вам питает и хочет с вами наладить отношения, наладить с вами контакт. Она вас любит. Тут крайне, прям крайне вырисовывается вот ситуация с семьей, с родительским домом, либо с родными, если они где-то далеко, какие-то родные люди. Да, здесь родные люди, и причем это ваш крест. Вот такое предупреждение. Тут говорят о мудрости. Проявите спокойствие, тишину внутреннюю включайте, да, и вот мудрость какую-то. Тут нужно поговорить один на один, может быть, с человеком, или, ну, может, и с группой людей, да, но оно как такой контакт душевный должен произойти. Так вот. То есть за вами просто наблюдает человек, который вас ждет, а это семья. Смотрим дальше. Что еще за предупреждение? Тучки. Ну что ж, кто-то нагоняет эти тучки. Предупреждение о том, что рано или поздно эти тучки все равно развеются. И предупреждает о том, что нечего так сильно обращать внимание на тучи. Смотри на небо, но не смотри на тучи. Тучи отходят. Не зацикливайся, здесь говорят. Так, о чем предупреждают? Кто тут тучки нагоняет? Любовь. О чем предупреждают? Так. Ну, кто-то любит вас, да? Кто-то любит, и причем будет какое-то такое удачное стечение обстоятельств. Кто-то вообще считает вас каким-то цветочком удачи в своей жизни, но скрывает это. А кто же ты, скрыватель? Он залег на дно, он в трансформации, это кто-то, я так понимаю, мужчина, вам передает из гроба своего букетик, говорит, я пока не трансформируюсь, не выйду. Он у вас вампир, но решает какие-то вопросы, видите. Скоро результат получите своих действий. Что это за результат? Видите, какие перемены, что там будет. Это может быть, в принципе, связано с Луной, да, то есть у человека наконец-то в жизни, так, как знаете, как вот стукнуло, и стукнуло так, что аж по чувствам дало, и он проявляется. Вот как Луна на него подействовала. Так кто же ты такой? Семьи хочет. Кто ты такой? В масочке ходил, кто ты такой? Не в медицинской. Тут говорят о том, что он что-то от вас скрывал, а по сути просто не показывал что-то не показывал. Мог чувства не показывать и долгое время находиться вот в состоянии, когда не проявляюсь, не смотрю в твою сторону. Но у него какой-то хитрый интерес. Смотрите, что он хочет от вас. Так, тут секса хочет мужчина. И причем на постоянной основе. Всегда напишет вам, вот буквально, может и сейчас написать, так часто в раскладах у нас заметили, вот буквально в эту минуту он написать может. А смотри, о ком я вот сейчас говорила, если в ближайшее там время напишет кто-то, это он точно. Так, а что-то он такое, тут прям вот какая-то суета, переживание, суетится, засуетился. Ну, посмотрите, у нас-то предупреждение было, тучки развеиваются. Да, а предупреждают о тучках. Какая-то закрытая информация все-таки есть, видите? Что-то он скрывает от вас. И вот эта масочка и тучки, что-то здесь еще сам человек может скрывать. Давайте посмотрим все-таки, что скрывает. Потому что он хочет с вами нового, хочет новые какие-то шаги. Что он скрывает? Давайте, раз предупреждают нам об этом, кто-то нагоняет эти тучки все-таки. Что скрывает? Слушайте, он как будто бы играет, вот ва-банк идет, набирая ваш номер, ключик. Он вам это как откроет, но откроет при особом каком-то случае. Что он скрывает? Да, откроется. Что скрывает?
Ну, посмотрите, по медведю он может скрывать, что он как, не свободен, потому что у него есть какие-то обязательства. Что там за несвобода может быть? Время нужно, дай мне время, я все решу. Я все решу. Это нас и отдаляет. Он благородно поступит, и тут предупреждают об этом. То, что его отвлекает от вас, он это уберет, он эту преграду уберет. Сейчас, говорит, время мне нужно, чтобы эту гору пройти. Писать вам будет. Ну, в общем, смотрите, человек, который вам сейчас напишет, захочет с вами встретиться и пройти. Этот человек на каком-то этапе жизни вам долго, да, с ним идти. Ну, написано, что ваш крест, написано, да, где-то в книгах уже Акаши написано. Угу. А вы-то тоже здесь показаны, что сложности у вас какие-то были. Тут видите, как идет? Это по судьбе, тут реально вот заключение брака в госучреждении. А вы что? Предупреждают. Но предупреждают об этих тучах все-таки. Тут двоякое, да, значение этих туч мы видим. И то, что вот в чем сомневались, не сомневайтесь, потому что чем меньше туч на себя нагоняете, тем лучше, чем яснее сознание, тем лучше, да. Но здесь может мужчина пока что-то скрывать, но в итоге тучи расходятся, да, и он откроется вам. Это верное направление, верный путь, это ваш мужчина по судьбе. Да, на постоянной основе, между прочим. Пока вы не видите этой дороги, вы вообще не понимаете, как это отсюда, да, пройти, от точки А до точки Б дойти, а вам покажут путь. Прилетит вертолет, заберет вас и посадит в точку Б. Видите, вот, пожалуйста, я так и знала, что мостик выпадет. Этот мостик будет налажен. Вы не знаете этого пути, не знаете, как добраться, вам не виден этот мост, вам видна вот эта сложная дорога. Вниз, вверх, да, и только потом точка. А здесь мостик есть, будет мостик, построен будет мостик. Да, это открытие дорог, наконец-то. И связано открытие дорог с различными сферами вашей жизни, и включительно отношения с мужчиной. Вот так. Какой-то мужчина по судьбе здесь зашит в этом раскладе. Все, высвобождаем, пускай это, конечно же, будет в ваших жизнях, и я хочу, чтобы это проявилось максимально в лучших формах в жизнях девочек, которые смотрят меня. Благодарю, дорогие, за то, что были со мной на этом раскладе. Благодарю за ваши лайки, за комментарии. Еще будет расклад о подарках судьбы, да, потому что в предупреждениях зашиты часто и подарки, вот прям вшиты, завернуты в кризисную оболочку, завернут какой-то подарочек. Но эти подарочки мы раскроем в следующем раскладе. Смотрите чуть-чуть выше, немножко позднее. Благодарю за то, что вы меняете жизни на всех тех видео, да, на всех моих каналах, которые только я могла придумать на сегодняшний день. Благодарю за... В описании к видео все ссылочки есть. Спасибо вам за финансовую поддержку. Благодарю безмерно. Чувствую всех и каждого душой. Благодарю не только потому, что вы за мою работу платите. Я часть средств, полученных за вот этот мой труд, я отдаю, какую-то часть отдаю на нужды ЗСУ. Благодарю. Всего доброго. До новых встреч.